Так, ну что ж, добрый день, Ребе, добрый день, слушатели. Начнем тогда, да? Ребе? Да. Значит, я послушал вашу лекцию, как раз комментарии, которые вы вот во вторник сделали, ну и, как всегда, хотел бы что-то добавить. У меня, значит, есть как бы несколько таких вот соображений по поводу. Значит, о некоторых из них вы уже сказали. И вот я тоже здесь у меня записано, что вот фактически там же описывается вот целая серия, так сказать, ну, ситуаций, когда человек считается нечистым, да. Это женщина после родов, это мужчина, так сказать, там человек с пятнами и так далее. Мы сейчас не будем в эти самые конкретные детали входить. Ну вот я как раз хотел сказать, что смотрите, опять же, вот понимая, как, что строится новый мир, вообще говоря, да, и смотрите, как этот мир выстраивается, что священники ставят здесь диагноз, да, священники принимают решение, что человек чист или не чист, там, что делать, это значит огромная ответственность, с одной стороны, да, и, конечно же, образование. Вот здесь это вот выстраивается, понимаете, система, основанная на очень хорошем образовании, понимаете. Без образования такие вещи нельзя делать, понимаете, потому что в любую минуту кто-то другой может сказать, что нет, ты там неправильно это трактуешь, неправильно читаешь и так далее, и потеря репутации, понимаете. И вот это огромное, значит, этот. И дальше, смотрите, какая интересная штука, так сказать, получается. Вот я это посмотрел у Плауга, там есть в комментариях, значит, израильский священник не является врачевателем, да, и там же отмечается вот в этих комментариях Плауга, что в древних религиях жрецы очень часто были врачевателями, он приводит там, скажем, ну, пример это известный, древнегреческую, так сказать, да, вот жрецы храма бога Асклепия, значит, были еще и врачами. И вот я подумал, так сказать, а почему в Торе вот этого нет, почему нет вот таких указаний, допустим, да, на, как бы сказать, на врачевательные, так сказать, на вот врачующие, так сказать, вот рецепты, да, что вот как излечивать. И я понял вот такую интересную штуку, понимаете. Вот давайте представим себе, что в Торе, вот в этой же главе Тазре было бы записано, например, там, вот в таком случае там делай то-то, отвар там, я не знаю, каких-то трав надо давать, а в таком-то случае такое. Вы знаете, я понял, почему это не было сделано и почему это нельзя было делать. Это священное писание. Это могло бы зафиксировать развитие науки, так сказать, на, там, не знаю, на тысячелетия, понимаете? То есть никаких оппонирующих взглядов, ничего. Это же написано в Священном Писании, как можно отходить вообще, понимаете? И вот, вот эта вот именно отстраненность вот Торы вот в этой, ну не только в этой, в предыдущей, в последующих главах от вот таких врачующих рецептов, понимаете, а вот мне кажется, вот в этом великий смысл, понимаете, потому что то, что говорится, что плохо, понимаете, оно, как бы сказать, вот эти болезни, да, допустим, если есть пятна и так далее, вот надо принимать решение, там, изгонять, ну, выводить человека за пределы стана, не выводить и так далее. Но это принятие решения относительно проблемы, которая видна невооруженным глазом, да, и она ничего не блокирует на будущее. А значит, если бы приводились бы рецепты, понимаете, вот это бы канонизировало бы все это на многие века вперед, и это было бы как раз вот здесь Тора, вот, понимаете, дает, как бы сказать, вот возможные пути, так сказать, развития, понимаете, она не блокирует их. Вот. И это вот одно из моих соображений, которые я
вот здесь, значит, подумал. Теперь еще одна вещь, которую, я не знаю, это, конечно, лучше бы, так сказать, конечно, здесь с врачами посоветоваться. Посмотрите, какая интересная штука. Вот, значит, в пасуках вот, значит, главы 13, 12-14, 16, 17, там идет и дальше тоже есть, что если сыпь покрыла все тело, то считается чистым. Понимаете, это вот и Плаук пишет, никаких убедительных объяснений этого странного правила не предлагалось. А я, знаете, что подумал? Вполне возможно, что уже в те времена, значит, вот кожные заболевания, насколько мне известно, они все-таки локализованы. Так, чтобы вот все тело было бы покрыто, так сказать, так вот сразу не бывает, понимаете? А вот что сразу бывает, я еще раз говорю, здесь я фантазирую, здесь, конечно, надо с врачами посоветоваться. Значит, а вот когда все тело, это типичный признак аллергии, понимаете? Вот, сразу и там вот. И вот здесь, может быть, это было понято еще в те немыслимо давние времена, что вот это пройдет, условно говоря, да, вот не надо его сразу выводить за пределы стана, предлагать какие-то, так сказать, решения и так далее, просто вот пока считаем чистым. А вот если оно локализовалось, так сказать, вот как бы со всего тела прошло, локализовалось, ага, тут надо уже, так сказать, принимать решение. Понимаете? Вот такая вот мысль мне пришла в голову, ну, не знаю, вот лучше, конечно, с врачами здесь посоветоваться. Вот. И вот еще одну вещь скажу, здесь, конечно же, вот по всем пунктам, когда принимаются решения, да, вот предлагается принимать решения в Торе, вот священникам, да, женщина по женщине, по пятнам, там, по одежде. У меня, вот вы знаете, в Торе есть очень разные главы, и некоторые из них очень такие, ну, в них явно высказываются эмоции по отношению к персонажам там, да, а здесь вот такая отстраненность, понимаете, вот как бы отстраненность в плане вот есть процедуры, которым надо следовать, и все. И это тоже великая вещь вообще на самом деле. Я вот размышлял на эту тему, понимаете. Это тоже великая вещь, потому что если бы здесь хоть какие-нибудь эмоции проскользнули бы, не дай бог, то эти эмоции, опять же, так сказать, вылились бы на людей, понимаете. Вот это плохо, значит, понимаете, да, вот когда мы Да, говорим, что какое-то заболевание, и вдруг бы проскользнули эмоции, то эти эмоции в человеческой природе, когда он чувствует, опять же, в Святом Писании, так сказать, в Торе, чувствует эмоции, то развить их, дело, как говорится, самое большого ума не надо, да, вот тут начать бить себя в грудь и кричать, что это зло должно быть искоренено там и так далее, потому что Тора высказала какие-то эмоции плохие, допустим, да, никаких эмоций, заметьте, совершенно отстраненный текст. Такой вот, ну, я не могу сказать, что это учебник по медицине, но что-то вот такое, понимаете, учебник по принятию решений, но при этом, значит, совершенно никаких эмоций по отношению, значит, к людям, по отношению к болезням и так далее. Вот прямо видишь, делаешь, вот так вот. Ну вот, собственно, здесь, да, вот это мои соображения по поводу. Ну, давайте попробуем вообще обратить внимание на характер текста. Мы начнем с последнего и потом подойдем на характер текста Торы. У нас возникают эмоции, и то их нужно, так сказать, уметь увидеть, потому что сам текст очень повествовательно спокойный, даже если это богоявление. Да, там описывается, что люди испугались, и мы можем почувствовать их страх у горы Синай. Но сам текст, в общем-то, спокойный. Отошли, испугались и сказали, вот ты делай, ты не делай. Но чаще всего
Это относится к отношениям между людьми. То ли герои, так сказать, книги Берешит, то ли это Шмот, народ и Моше. Да, там эмоций много, особенно когда они жалуются. Я имею в виду, народ жалуется, Моше отвечает, что-то делает, потом опять. Там много, очень много. Как только дело заходит об отношении, так сказать, Всевышнего или его законов, в данном случае, вот «дай нам мясо», мы потом будем читать, «дай нам мясо», это не обращение к закону, и даже не обращение ко Всевышнему, это обращение конкретно человека к человеку, то есть народ обращается к Моше, не к закону. Как только идет закон, закон сразу становится, ну, то, что называется, объективным. То есть нет субъективных переживаний в жертвоприношениях. Нет субъективных переживаний, кто кого убил, когда там топорище отскочило или специально он его убил. Нет, очень спокойный, ровный судебный процесс. Это если касается суда, и очень спокойный, ровный процесс, если дело касается ритуалов. Потому что задача ритуала, мы с вами когда-то давно на эту тему говорили, задача ритуала, одна из основных задач ритуала – это наведение порядка. Вот порядок, из хаоса в порядок. Что должен чувствовать человек, заболевший кожным заболеванием? Да панику. Ни с того ни с сего вдруг он начинает меняться. А мы с вами по оговоркам знаем, что если у женщины был выкидыш, то он выходил с полуизъеденной плотью, то есть это такое вот пораженное существо, и он был похож на прокаженного, потому что Аарон говорит, когда Мирьям заболела, Аарон говорит, сделай так, чтобы она не была похожа на мертвого, вышедшего из чрева матери, на мертвого. То есть человек видит, что он, ну вот ведет, его тело ведет себя как умирающее. Конечно, паника, конечно. И тут к нему приходит человек, в общем-то, так сказать, знающий и уверенный в своих знаниях. Он смотрит и говорит «нет». Ну вот как мы к врачу ходим. Врач говорит «нет, не беспокойтесь, это» и диагностирует. Или он говорит «да, но ты должен сделать вот это». То есть нет паники, убирайся отсюда, как вы говорите, никаких эмоций. Фу, ты прокаженный, тебя не затру. Он должен объявлять о себе там. Он должен говорить о себе, что он нечист. И И в то же время он говорит это, нас текст сам успокаивает, и он говорит, он должен замотаться, как вот мы уже говорили, как скорбящий, и кричать тамэ. Да, там слово и кричать, и в то же время и говорить. То есть он должен объявлять. Это взаимопомощь. Ему помогают поставить диагноз, ему помогают рассказывать, сколько дней он должен что-то делать, и он помогает всем остальным избежать контакта с ним и не подходить близко, потому что это может принести нечистоту на другого человека, не зная вот заразности заболеваний, просто вот принести некую чистоту. Это одна история. Потому что она важная очень. Дело в том, что здесь все подается как ритуал. В данном случае мы не видим лечения. Вы абсолютно правильно в самом начале сказали. Нет лечения. Может быть, действительно, чтобы любая находка в будущем не была запрещена только потому, что у нас написано по-другому. Да, вот. То есть нельзя применять там растертый камень, потому что у нас предписано, значит, отвар чая, там травы какой-то, или наоборот. Нет, этого нет. Мало того, мы и сейчас с вами знаем. Мы знаем такую практику. Ни один врач не запретит человеку молиться. И, по идее, хороший религиозный человек не запретит другому человеку идти к врачу. Это две разные функции. Две разные функции. У нас сейчас описывается как ритуал.
Он должен там провести время. Нет запрета что-то делать. Потому что мы знаем с вами, по оговоркам, опять-таки, в разных книгах Торы, мы знаем, что тело умощалось маслом. Например, в пророках будет сказано: «И язвы его не промыты и не умощены с маслом». То есть мы знаем, что, оказывается, надо промывать и смазывать. Масло является в том числе антисептиком и смягчающим либо является струпьев. То есть сказать, что они не знали медицины, ну, такого не бывает. Такого не бывает. Неандерталец знал медицину. Вот. Так что и все люди знали, какой корешок пожевать, или какую кору отварить, или еще что такое. В данном случае говорится: то, что ты будешь делать, делай, что посчитаешь нужным. Но самое главное вот что. И почему здесь ритуал? Потому что, ну, так мы себя к этому приучаем, если этого нет. Или мы чувствуем изначально так, что то, что с нами случается, если не наказание, то, по крайней мере, испытание. Вот два отношения к происходящему: наказание или испытание. Но неважно, это наказание или испытание, есть третье лицо. Есть воля, которая либо наказала тебя, либо испытывает тебя. Вот религиозное мышление этим отличается от секулярного мышления. Потому что один человек говорит: ой, я, наверное, что-то сделал. Это психологически очень, ну, я скажу, процентов половина людей будет искать причины своего страдания или причины своей болезни в каких-то ошибках, которые он совершил. Это естественное состояние человеческой психики. Второй будет говорить: а что? Это высокий уровень понимания. Он говорит: а что он хочет? Ладно, я уже заболел, или ладно, я уже обеднел, ладно. Он принимает то, что есть, а в конце говорит, что он хочет. Он задумывается. Зачем? Не за что, а зачем. Не имеет значения, как я уже сказал, это негативно или это, так сказать, целеполагание, нужно что-то сделать активное, чтобы изменить то, что произошло со мной, то есть поиски зачем. Но так или иначе у нас всегда присутствует вот этот элемент этого третьего. Вот мы сейчас с вами обсуждаем его, а там есть еще вот третий участник нашего разговора, который, собственно говоря, по воле которого все и случается. Как говорят светские люди, можно без этого обойтись? Можно, наверное, потому что светских людей очень много. Но хорошо ли это? Не знаю, каждый выбирает сам для себя. Нам здесь 3000 лет назад, нам дается ситуация, когда мы должны ритуализировать нашу жизнь, чтобы успокоиться, чтобы навести порядок. Да, взять лекарства в том числе, но это не главное. Главное – успокоиться и порядок. Вернись к такому душевному состоянию, которое позволит тебе одолеть эту болезнь. И современные врачи это знают, что если человек молится, если он хочет, если он просит, если у него большая жажда победить, он и побеждает легко. В самом организме человека заложены возможности победить без лекарств. Есть, это иммунитет. Он начинает работать и может справиться. Очень много случаев, когда, если это не бактерии, если это, а может быть иногда и бактерии, иммунитет может выработать, так сказать. Но мы же знаем по сегодняшней ситуации, ковидом кто-то переболел, а кто-то привился. Кто-то использовал лекарства, а кто-то просто силой организма переболел. И теперь он чист, он здоров, и дальше может уже чувствовать себя достаточно уверенно. Так что да, мы должны видеть этот ритуал. И Плаут как раз видит, он говорит, что многие, и не только Плаут, многие комментаторы отмечают, что это не карантин, это не медицинский карантин, это ритуал, в который ты входишь. И потом выходишь из него, и плюс опять ритуал, в следующей главе это будем обсуждать, ритуал принесения жертвоприношений,
как искупительно, как искупительно. Но самое главное, что вот наша с вами ситуация в Тазрия, в главе Тазрия, наша с вами ситуация понимается уже больше 2000 лет, понимается как божественная воля и ритуал как приобретение благоволения. То есть если вот язва изменилась, потемнела, значит ты прощен. Другое ощущение у человека. Выздоровление воспринималось как прощение, и у него дважды. Одна радость, потому что ему что-то не мешает физиологически, а другая радость о том, что он наладил отношения. Это совсем другое мироощущение. Ладненько, это я вот просто, да. Да, это все очень правильно, Рады. Я хотел здесь еще две, может быть, небольшие добавочки сделать. Вы в своей лекции упоминали про Мирьям, значит, когда вот у нее появились эти значит, кожные проявления вот эти. И, значит, я вот подумал, знаете, вот опять же, вот это сопоставление цараат и клевета, вот, понимаете, ну, оно действительно очень мудрое. И я вот, а Мирьям вообще, я не знаю, у меня какое-то очень теплое отношение к ней. И я вот подумал, что вот не, как бы это сказать, не чрезмерным ли было наказание, понимаете? И потом я подумал, что это, может быть, было не такое безобидное, что там типа мог бы и женой там заняться, да, допустим. А на самом деле, может быть, понимаете, как и всякой женщине, ей в какой-то момент надоело, так сказать, то, что вот идет такой непрерывный напор со стороны Моше, понимаете? Она могла вот как-то довольно жестко выразиться, и вот это вот тогда это наказание, так сказать, понятно, понимаете, это не было просто мягкое, так сказать, что ну вот сходи домой, так сказать, займись домашними делами. Вот возможно, это первая вещь, которую я хотел там добавить. Возможно, так сказать, это вот как раз и здесь вот я понимаю, что есть, как бы сказать, вот уровень, ну, условно говоря, критики, да, и уровень вот перехода за некоторую, опять же, грань, когда эта критика превращается в клевету, так сказать, и там распространение каких-то гадостей, так сказать, да, или жесткости, так сказать, вот эта грань, и здесь то, что вот комментаторы древние вот так ловили, это очень правильная вещь вообще. Вот. Это значит такая первая такая... ну, Вы знаете, тут проблема, которую я вижу сегодня. Дело в том, что меня удивляет, ну, меня удивляет, когда иногда в политику вмешиваются люди, которые никакого отношения не имеют. Не значит, что они глупые, они умные очень. И в своей области очень профессиональные, но в своей области. Ну вот они пытаются рассказать, кто прав, кто виноват в политике. И мне очень странно, почему политику воспринимают не как профессию. ну, Политике надо вырасти. Политике надо вырасти. Политике нужно знать, нужно иметь опыт. И то, что Ленин говорил, что кухарка может править страной, это бред, полный бред. Тогда, так сказать, крестьянин может починить телевизор. Нет, они специалисты в разных областях. Мне кажется так. И поэтому, когда Всевышний имеет некие виды на Моше, а он очень имеет на него виды, он с ним разговаривает до всех этих событий. Он с ним разговаривает, он говорит, я тебя знаю. То есть он его высмотрел и заставил, и у него миссия вывести народ, довести до страны. И вдруг приходит какая-то женщина и говорит, слушай, а ты как-то не по-человечески, не по-людски ты себя ведешь, не по-человечески. Надо пойти вот как все, нужно вот с женой побыть, там, я знаю, овец готовить, с детьми там поиграться. Она ему советы дает. Всевышний на нее сердится, говорит, что ты делаешь, куда ты лезешь, что ты делаешь. Он там и говорит, разве я тебя избрал, ну, подстрочники, я его избрал.
И поэтому у него свои задачи, у тебя свои задачи. У нее тоже она не мать в полном смысле этого слова, там не хозяйка, как женщина там в семье в то время предполагалась, она носительница, так сказать, воды, ответственная за это, она пророчица, она большой человек, и все равно это не тот уровень, когда нужно человеку говорить и делать упреки. Не там, не Конечно. здесь. Вот это, ну ладно, не буду применять этот термин, хотя он еврейский, но это вот не тот уровень. Это получается очень наивно и очень по-детски. И Бог просто останавливает ее, вот шлепком останавливает и говорит, разве если бы дочь обидела отца, разве не плюнул бы он ей в лицо? Вот, то есть вот на отца-то, в общем-то, куда ж ты? Да, он младший брат, Ну, но он младший, да, старше, он старшенький в другом смысле. конечно. Поэтому, да, поэтому здесь нельзя было, наверное, даже из благородных чувств, как наши мудрецы ее оправдывают, в тексте этого нет, но даже из благородных чувств ты все равно должен, ну, либо скромнее, либо у нас есть такое выражение о том, что ты можешь сделать замечание человеку, если ты знаешь за ним грех. Мгм. Но то, что называется privately, отзови его в сторону, скажи ему, что я знаю вот о таких твоих недостатках. Она же, это как раз то, что комментаторы говорят, она же сделала это публично. Да, да, вот об этом и речь. Вот она, это называется, вот когда там переводят слова, это называется еще осквернение репутации, не осквернение, там другое слово, очернение репутации. Она ему репутацию подрывает своими выкриками. Конечно. Отойди, ты сестра старшая, отойди, поговори, скажи, это вот нарушает наши правила, обычаи, поэтому сделай так-то и так-то. Нет. И вот такие речи, я почему вдруг сразу вспомнил наших комментаторов по интернету, что они все это делают публично, и там и до оскорблений доходит, и до выпадов, а выводы, в общем-то, ну, так сказать, скажем, поверхностные с точки зрения. Я тоже не политик, я туда не вмешиваюсь, но все-таки мы научились в Советском Союзе выхватывать информацию из общего балагана, выхватывать, а что же действительно может быть серьезным. Поэтому вот у Мирьям такого тоже не было. Она не видела большого за своими какими-то представлениями. Ну, вот такая. Это абсолютно правильно, но про политику я сейчас не стану говорить, я здесь могу долго рассказывать, так сказать, это, потому что я все-таки теорию политики довольно детально изучал и там даже работал в этом. А вот еще одно соображение, которое я хотел сказать, вот понимаете, когда мы читаем эту главу, на самом деле это опять вот то, что вы говорили, установление порядка. Понимаете, вот давайте представим себе предыдущие века рабства, да, предыдущую жизнь всю. Ведь всего же этого же порядка не было. Все было, так сказать, полный компот. Какой раб там, вкалывающий на египтян, так сказать, вот задумывался о том, пятно, не пятно, там, я не знаю, там, что, как, понимаете? И этот порядок, вот это действительно новые установления новой жизни, понимаете? Вот если вот иногда звучат такие вот слова, что вот слишком какие-то детальные вещи, так сказать, прописаны. Так это вот детальные, потому что новый порядок, так сказать, вот от совсем другой жизни, в которой ничего этого даже никто и помыслить не мог. Переход в совершенно новую, независимую, великую жизнь, понимаете, вот Ну да, под ну всего. да. Понимаете, вот это вот у меня тоже, вот я поэтому с эти главы читаю, как сказать, там есть детали, которые, конечно же, там не запоминаются и так далее, да, но читаю я именно почему с удовольствием всегда, именно потому что вот понимая вот этот переход, вот идет установление новой жизни, и вот это ужасно приятно, понимаете, вот что вот прописаны многие детали, так сказать, что как теперь надо.
того, что тогда никто даже в голову никому не приходил. Вот. И тут, да, и тут мы встречаемся, ну, во-первых, практически все законы Торы, кроме отдельных ритуальных, не очень понятно. Вот, но практически все законы Торы – это забота о человеке. Все законы Торы, которые нам не разрешают это делать и подталкивают это сделать, это забота о человеке. Исполнение мицвот в данном случае – это забота о себе самом. Но это правда. С одной стороны, ты делаешь то, что он хотел, а с другой стороны, ты заботишься о себе. Ты можешь о себе не заботиться. Себе и Я впервые, окружающих, так сказать, конечно, да, это не я так. впервые понял отношение вот религиозного человека к нерелигиозному человеку. Когда пандемия началась, я как послушный, так сказать, гражданин, я одел маску и соблюдал этот масочный режим везде, где это требовалось. И меня очень удивляли люди, которые не одевали маску. Ну, ты же, ну хорошо, ты о себе не заботишься, но о других-то людях. Вот о чем Тора. Позаботься о себе, о других людях. Одень масочку, это ничего не стоит. В Торе сказано, одень масочку, ну, предположим, я сейчас шучу, конечно, но там сказано, вот так вот сделай, это все равно, что одеть. Позаботься о других. И вот то, о чем вы сейчас говорите, это впервые, представляете, этот закон попадает в руки вот тому рабу, бывшему рабу, о котором вы говорите. И он смотрит и говорит, слушай, у меня никогда не было врача. Ну, условно. Ну, Мне понятно, да. никогда никто... Мы умирали вот там, в этой глине, падали, нас вытаскивали и хоронили в ямах. А тут вдруг, если у меня что-то будет, то вот как, оказывается, нужно сделать. Большая гордость. Это наши законы. Это Конечно. теперь я вот достойный человек. Это правда, абсолютно правда. Это один из примеров получения достоинства, которого раньше не было. Да, очень красиво. Ладно. Тогда Ну так. хорошо, тогда мы на сегодня закончим по главе Тазрия. И, надеюсь, встречаемся на Мицават, поговорим о жертвоприношениях. Да. Хорошо. Ладненько, большое вам спасибо. Вам спасибо большое.